мнение по последнему делу, немедленно вместе едем обедать. Да. Нет. Все мы сейчас желаем кушать. Потому что утомились уже 4-й час. Да. Ну, душа моя, Григорий Савич, это не настоящий аппетит. Настоящий. Такой волчий аппетит, когда, кажется, отца родного посел, бывает только после физических движений. Например, после охоты с гончими или когда отмахаете верст 100 на обывательских без передышки. Ну, тоже много значит воображение. Если, положим, вы едете с охоты домой и хотите с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умная да ученая всегда аппетит отшибают. Сами извольте знать, ученые да философы насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, нужно стараться, чтобы голова думала только о графинчике и закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. А когда вы езжаете к себе во двор, Да. нужно, чтобы из кухни в это время пахло чем-нибудь таким, знаете ли... Жареные гуси мастера пахнуть. Не говорите, душа моя. Нет, жареные гуси. Утка или пекас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Ну, когда вы входите в дом, стол уже должен быть накрыт. Когда сядете сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой, да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь старый допотопный дедовский стаканчик из серебра. Или вот такой пузатенький с надписью «Его же и монахи приемлют». И выпиваете не сразу, а сначала вдохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите. Этак не спеша поднесете ее, водочку до губам, и тотчас у вас из
желудка по всему телу искры. Как только выпили, сейчас же закусить. Послушайте, говорите потише. Я из-за вас уже второй лист понял. Извините, Петр Николаевич, я буду тихо. Ну, душа моя, Григорий Исаевич, а закусить тоже нужно умеючи. Нужно знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, если хотите знать, это селедка. Съели вы ее кусочек с лучком, с горчичным соусом, и сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете искру в животе, кушайте икру саму по себе, ну, или если желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью. Потом опять селедка. Но лучше всего, благодетель, это рыжики соленые. Если их мелко нарезать, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом, объедение. Но на Ливе печенка – это трагедия. Для закуски так же хороши. Там бывают душеные белые грибы. Да-да-да, с луком белый. Знаете ли, с лавровым листом, со всякими специями. Откроешь кастрюлю, из нее пар, грибной дух. Прошибайте вы раз. Как только приволокли из кухни кулебяк, то сейчас же, немедля, нужно вторую выпить. Иван Гурич. Из вас я вот третий лист испортил. Черт его знает, только об еде и думаете. Неужели кроме грибов да кулебяки нет других интересов в жизни? Ну, перед кулебякой выпили. Ну, кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей наготе. Чтоб соблазн был. Мигнешь на нее глазом, отрежешь, такие кусища, и пальцами над ней пошевелишь, вот это от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Да черт знает что. Ну, два куска съел, а третий к щам приберег. О, как только кончились кулебякой, то сейчас же, благодетель, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, это борщок из свеклы на хохлядский манер, с ветчиной и сосисками. К нему подается сметана, молоденькая петрушечка, укроп. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели вы любите суп, то и суповный лучше тот, который засыпается кореньями, зеленьями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденции. Да. Великолепная вещь. Побойтесь, побугаю. Это я до вечера не кончу особое мнение. И вот четвертый лист порчу. Не буду виноват. Как только скушали борщок или суп,
сейчас же велите подавать рыбное благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане. Только чтоб не пахтиной и имел тонкость. Нужно подержать его живого в молоке целые сутки. Хорошо тоже стерлядку. Кольчиком. Петр Николаевич, ну скоро ли вы? Ну не могу я больше ждать, не могу. Дайте мне кончить. Ну я сам поеду. Черт с вами. Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибов. Но рыбой не насытишься, Степан Францович. Это еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соус, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете? К несчастью, я не могу вам сочувствовать. У меня катар желудка. Ну и полностью, сударь. Катар желудка. Доктора выдумали. Вы не обращайте внимания. Больше от вольнодумства, от гордости это болезнь. Ну, положим, вам кушать не хочется. Вот тошно. А вы не обращайте внимания. И кушайте себе. Если, положим, к жаркому подадут пару дупелей, да прибавить к этому куропаточку или пару перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете. Честное, благородное слово. Выпив. Так. А жареная индейка такая белая, жирная, сочная, такая вроде нимфы. Да, вероятно, это вкусно. Индейку, пожалуй, я ел бы. Ай, Господи, а утка? Если взять молодую утку, которую в первые морозы легко хватил, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да ежели картошка мелко нарезана и подрумянилась, и утиным жиром пропиталась. Да. Да. Пожалуй, я поел бы и утки. После обеда человек становится сыт и впадает в сладостное забвение. В это время и телу хорошо, и душе умилительно. Для усложнения можно выкушать рюмочки 3 запеканочки.
Я 6-й лист порчу. Это бессовестно. Пишите, пишите, благодетель. Я потихоньку. Я вам по совести, Степан Францович, домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всего, что душу охватывает обоняние, этакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе. Поедемте, Петр Николаевич. Вы без запеканки хорошо выкурить сигарку и пускать кольца. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли. Вроде вы генералиссимус и женатый на первейшей красавице в мире. И будто эта красавица целый день плавает у вас под окнами. В этом бассейне с золотыми рыбками. И будто она плавает, а вы ей: душенька, иди поцелуй меня. Петр Николаевич. Потом, покуривши, подбираете полы халата и айда к постельке. Ложитесь этак животиком вверх, берете в руки газету и читаете. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, хорошо читать про политику. Там, глядишь, Австрия сплоховала, там Франция кому-то не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, оно и приятно. Едемте. Петр Николаевич, а как же особое мнение? Когда же вы во благодетель напишете? Вам же 6 часов в город ехать.
Скажи мне что-нибудь. Ну, что тебе рассказать? Ой, что же тебе рассказать? Да. Ты слышал, что София Куркова вышла замуж за этого? Ну, за этого. За фон Трампа. Скандал. Слушай, это такой скандал. Ну, чего ж тут скандал? Потому что фон Трамп подлец. Это такой негодяй. Это такой бессовестный человек. Просто без всяких моральных принципов. Урод нравственный. Был управляющим у графа. Нажился. Теперь служит на железной дороге и ворует. Сестру ограбил. Просто негодяй и вор. Выходить замуж за такого человека. Жить с ним? Не знаю. Софи, такая нравственная девушка. И на тебе. В жизни бы не вышла замуж за такого субъекта. Да пусть он будет миллионером. Пусть он красив, как не знаю что, да я бы просто плюнула в него. Я даже представить себе не могу. Мужа подлеца. Ох, это Трамп. Какая тварь. Тысячу раз глупые и пошлые те женщины, которые выходят замуж за подобных господ. Ну да. Ты, разумеется, не вышла бы. Да. Ну, если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала? Я? Да я бы просто бросила тебя. Я не осталась бы с тобой ни единой секунды. Я могу любить только честного человека. Если бы я узнала, что ты натворил хотя бы 100-ую долю того, что сделал Трамп, я бы просто... Вот, все, адью тогда. Ой, какая ты у меня. Я даже не знал. Врет бабенка и не краснеет. Пьер, во-первых, я никогда не лгу. А во-вторых, попробуй совершить подлость, и ты тогда увидишь. К чему меня проводить? Я почище того Трампа буду. Трамп – камашка сравнительно. Мы делаем большие глаза. Это странно. Сколько я получаю жалования? 3000 в год. А сколько стоит колье, которое купил ты 2 недели тому назад? 2000. А вчерашнее платье 500. Дача 2000. Ой, папа! Вчера выклинчил у меня 1000 рублей. Ну, существуют же какие-то побочные доходы. Ну, не бог. Лошади. Домашний доктор. Считать модисток. 3-го дня ты проиграла в стуколку 100 рублей. Что? Теперь не видишь, матушка, что твой Трамп ничто по сравнению со мной. Карманный воришка. Уйду от мужа. Один. Иди. И вперед не осуждай.
Про счастье. Да, ушла. В другую комнату. Прежде наш город в этом отношении был счастливее. Но ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Были знаменитые артисты, певцы. Ой, а нынче черт знает что. Кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живем как в лесу. А помните того итальянского трагика? Как его? Ну, брюнет. Да. Высокий. Дай бог памяти. Луиджи Эрнесто де Руджиеро. Да. Талант. Замечательный. Сила. Одно слово скажет, бывало. Театр ходором ходит. Да. А моя Неточка принимала участие в его таланте. Она и театр ему выхлопотала. И билетов на 10 спектаклей распродала. Но он за это и ее декламацией и мимикой вымещал. Да. Душа человека. Приезжал он сюда, помню, чтобы не соврать, лет 20 тому назад. Нет, вру. Меньше. Лет 10. Анюточка, сколько нашей Нине лет? 10-й год, а что? Да нет, мамочка, это я так. Ваша. И певцы хорошие приезжали. Помните? Тенора де Грация. Ну, Прилипчина. Прилипчина. Ой, что за душа человек? Что за наружность? Блондин. Лицо такое выразительное. Парижские манеры. А голос, помните? В сиянии ночи я увидал. У Тамберлин, как говорил, учиться. А мы с Анюточкой ему и залу выхлопотали в общественном собрании. А он в благодарность за это, бывало, нам дни и ночи распевал. Анюточку петь учил.
Приезжал он сюда, как сейчас помню, в Великом посту. Да, лет 12 тому назад. Нет, больше. Вот память, прости Господи. Анюточка, сколько нашей Наденьке лет? 12. 12. Ну да, если прибавить 10 месяцев, так и будет 13. Ваша. Прежде в нашем городе как-то и жизни больше было. Да. Ну, взять хотя бы благотворительные вечера. Да. Что за прелесть были прежде благотворительные вечера. Прелесть. Играют, читают. Да. Помню, после войны, когда у нас пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Ну да. 1100 рублей собрали. Да. Турки-офицеры, как сейчас помню, без ума были от Анюточкина голоса. Все и руку целовали. Да. Вечер до того удался, что, верите ли, я в дневнике записал. Да. А было это, как теперь помню, в 76-м году. Нет, в 77-м. Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Коленьке лет? Мне, папа, 7 лет. Ой, ты моя огончика. Постарели. Да. И энергии той же нет. Вот где причина. Старость, батенька. Да. Новых инициаторов нету, а старые-то застарились. Да и огня того уж нет. Я, когда был помоложе, не любил, чтобы общество скучало. Я был первым помощником вашей Анны Павловны. Да. Вечер ли благотворительный устроить? Лотерею ли? Или приезжую знаменитость поддержать? Все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму помню. До того захлопотался и набегался, что даже заболел. Да. Ой, не забыть мне этой зимы. Помните, какой спектакль мы устроили с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев? А это в каком году было? Ну, да не так уж и давно. В 79-м? Не. В 80-м, кажется. Позвольте, сколько вашему Ване лет? Стало быть, это было 6 лет тому назад. Да, с батенькой были дни. Теперь же не то. Нет того огня. Болгария и Румыния
Это не только цветки. Это что, пустяки, чепуха. Ты прочти. Прочти, что в Греции до Сербии делается. И какой в Англии разговор идет. Греция до Сербии поднимутся. Турция тоже. Англия вступится за Турцию. Франция тоже не утерпит. Господи! Опять политики начали. Что сын, что отец. Одна сатана. Хоть бы больного пожалели. За что деньги плачу? Да, и Франция не утерпит. Она, папочка, еще не забыла 5 миллиардов. О, она, брат, эти, брат, французы себе на уме. Они того только и ждут, чтобы Бисмарку, Фернандексу задать. Да в табакерку его черемицы насыпать. А ежели Франция поднимется, то немец не станет ждать. Kommen Sie her, Иван Андреевич. Sprechen Sie Deutsch. За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, видишь, Испания насчет Каролинских островов. Китай с Танкином, афганцы. И пошло, пошло, пошло. Такое будет, что и не снилось тебя. Помяни мое слово, только руками разведешь. Вот увидишь. Лахнуть, папа, не успеешь, как в Европе пойдет все шиворот на выворот. Ну, тебе-то все равно. Тебе хоть трава не растет. А мне, пожалуйтесь, на войну. Впрочем, мне плевать с нашим удовольствием. Одно мне не наплевать, если холера начнется. Там, брат, не разберут, живой ты или мертвый. А сейчас на телегу и айда за город. Лежи там с мертвецами. Ехать, брат, разбирать, болен ты или помер. Господи! Мало того, что табаком начистили, засевухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить. А чем, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? Не люблю невежество. Уж очень тошно. А тошно? Так и не слушайте. Тошно. Да, брат Папаня, быть делам. Разведешь руками, да поздно будет. Как рубище воруют, банка, земство. Только и слышишь, там миллион украли, там 100 тысяч, в третьем месяце 1000 каждый день. Того дня не, чтоб кассир не бегал. Ну и что? А когда ну и что ж? Проснешься в одно прекрасное утро. Взглянешь в окно, а ничего нет. Все украдено. Взглянешь, а по улице бегут кассиры. Кассиры, кассиры. Хочешь одеваться, у тебя штанов нет. Украли. Ну, вот тебе и что ж. А суды, сынок, суды, полиция. Ой, что суды? Ну, взять, к примеру, процесс Миронович. Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решить, да ничего не значит. Какой бы ни был приговор, это темна вода в облацах. Ну, ежели Семенов виновата,
Так куда же девать улики, которые против Мироновича? Ежели Миронович виноват, то куда ты сунешь Семенова и Безака? Туман, братец. Все так бесконечно и туманно, что не удовлетворятся никаким приговором, а начнут философствовать. Есть конец света? Есть. А что за этим концом? Тоже конец. А что за этим вторым концом и так далее? Так и в этом процессе раз 20 будут разбирать, и то ни к чему не придут, только туману напустят. Семенова сейчас созналась, а завтра опять откажется. Знать не знаю, ведать не ведаю. Опять Коробчевский кружить начнет. Наберет себе 10 помощников и начнет себе кружить. Как это кружить? Как это кружить? Да так! Послать за гирей водолазов под Тучков мост! А сейчас Ашанин бумагу не нашли гири. Коробчевский рассердится. Как-то не нашли. Это потому, что у нас хороших водолазов и хорошего аппарата нет водолазного. Выписать водолазов из Англии, аппарат из Нью-Йорка. О, пока и гири ищут, стороны экспертов треплют. Ага, эксперты кружат, друг с другом не соглашаются, друг другу лекции читают. Прокурор не согласен с Эргардом, Коробчевский с Сорокиными. Пошло. Выписать новых экспертов. Позвать из Франции Шарко. Шарко приедет и сейчас не могу дать заключение, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость. Вырыть Сару. Вырыть опять Сару. Господи, хоть бы у них глотки пересохли. Черти, да замолчите вы когда-нибудь или нет? А вот этот братец насчет волос. Чьи были волоса? Ведь не могли не сами на полу вырасти. Чьи-нибудь добыли. Позвать для экспертизы парикмахеров. И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монпасон. Позвать сюда Монпасон! И пошло, завертелось, закружилось, а тут еще англичане, водолазы, находят в Неве не одну гирю, а 5. А если не Семенова убила, то настоящий убийца, наверное, туда 10 гирь бросил. Начали осматривать гирю. Первым делом, где она куплена? У купца Подскокова. Подать сюда купца Подскокова. Господин Подскоков, кто у вас гири покупал? Не помню. В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей. Подскоков начинает вспоминать. И вспоминает, что ты у него когда-то что-то покупал. Припоминает, что покупали у него товар те-то, и, между прочим, титулярный советник Гурий Алексеев Нянин. Подать сюда титулярного советника Нянина. Пожалуйтесь. Бог с тобой. Подать сюда Нянина. Ты придешь, а Коробчевский тебе глазами насквозь. Где, спросит, вы были в ночь на такое-то число? А у тебя язык прилип к артани. А потом слышат те волосы своими, пошлют за Ивановским. И пожалуйте, господин Нянин, на Цугундер. Как же? Ведь все же знают, что я не убивал. Ну что ты? А все равно. Плевать им на то, что не ты убил. Как? Да что тебе кружить? Да как закружит? Ты встанешь на колени и скажешь: я убил. Вот так.
Ладно, это для пример. А я для пример. Мне все равно. Я человек свободный, холостой. Захочу завтра же в Америку уеду. А ты, Коробчевский, ищи. Кружи, вот. Записку принесли. Милостивый государь Гурий Алексеевич, спешу уведомить вас, что панихида по моему безвременно почившему супругу состоится в 12 часов завтра. Ну, слава Богу, это Любовь Петровна, благодетельница наша, предводительша, матушка. Лебякой пахнет. Выдумываешь ли? Я ее за версту чую. Надо подготовиться, а то наша предводительница, благодетельница, может нам такую свинью подложить, что им панихида не вразить. Вот и оно. Упредить надо. Упреждаем.